Всем привет! Рада вас видеть! В этом видео будем шить с вами бортики-подушки для новорожденных. Такие бортики подходят на стандартного размера кроватки, прямоугольную либо круглоовальную. И мишки, посмотрите, какие они здесь замечательные. И машинки, и вертолеты, и такие вот в ванне он сидит забавный. Ткань это натуральная, 100% хлопок сатин премиум. И здесь компаньон я взяла такую ткань нежно-голубого цвета, это тоже сатин премиум качества. Я думаю, будет сочетаться очень хорошо. Ткани я рекомендую приобрести в магазине Unique Shop 24. Посмотрите на экране, здесь огромный выбор самых разных расцветок. Можно заказать себе бортики, разные одеялки. Можно гнездышки, мы с вами уже шили. Также магазин предоставляет печать на разного вида ткани. Можно печать сделать на муслине, на кулирке, интерлок, футер, ньюспо, плащевая ткань. Вот на зиму уже пора готовиться. И вы можете заказать абсолютно любой принт. Выбрать либо свою печать, либо уже из готовых. То, что представлено на сайте. Доставка по всей России и за ее пределы. Все ссылки на магазин я оставляю в описании под видео. Эти бортики, посмотрите, здесь идут с запасом. Вот они панели. Я подготавливаю квадраты 33 на 33, то есть останавливаем их под нужный размер. Очень хорошо то, что есть запас, порядка 2,5 сантиметров с каждой стороны. Потому что если у вас кроватка нестандартного размера, вы можете здесь сделать подходящий размер. Я подготавливаю 4 панели 33 на 33 и затем нужно подготовить из голубой ткани 35 на 35 квадраты. Всего у меня будет 8 подушек, поэтому будет 4 с рисунками подушки и 4 из однотона. Однотон я решила украсить, я покажу вам, как сделать бисерную строчку, либо защипы. Называют это все по-разному, и строчка, и защипы, но суть одна, либо французские защипы. Я покажу их очень подробно, как их можно сделать. Из голубой ткани, из однотонной я выкраиваю 4 квадрата 35 на 35 и 4 задних части 33 на 33 квадраты. Итого у меня получается 4 панели 33 на 33. Также у меня 33 на 33 это задняя часть из голубого цвета и 35 на 35 4 штуки. Вот это вот белое, это 33 на 33 задние части бортиков и голубые получается. Подготавливаем защипы, либо строчку бисерную на однотонной ткани. Ткань укладываем вниз лицом и приутюживаем. Ткань стараемся не растягивать, а просто слегка придавливать. Затем вот так вот разворачиваем и складываем треугольником уже в другую сторону. Затем, когда разворачиваем, вот эти вот уголки прикладываем к серединке и немножечко приутюживаем. И получается вот такие вот красивые и ровные квадраты. Вот посмотрите, как получилось. Дальше нужно проложить строчку в самый край. Пойдемте за машинку. Можно такие защипы делать на бытовой машинке с помощью лапки с ограничителем. В прошлых видео я уже показывала. Посмотрите видео с валиком, например. Там я очень близко показывала такую лапку. У меня же лапка самая обычная. Посмотрите, как вот у меня получается. В самый край, примерно на 0,1 на 0,2 я прокладываю строчку. И получается очень даже аккуратно. То есть я уже наловчилась без дополнительных лапок. Просто в край прокладываю строчку. А вам в помощь может подойти лапка с ограничителем, либо она называется еще оверлочная, чтобы был такой вот зубчик у нее.
И также вы можете прокладывать строчку в самый край, получится очень аккуратно. А у меня здесь лапка, она стандартная для промышленных машинок. Таким образом прокладываем строчки по заутюженным линиям и затем их идем утюжить. Вот, посмотрите, как получается ровно, ничего здесь у меня не загибается, не растягивается. Если у вас ткань, например, растягивается, да, в одну или в другую сторону, отрегулируйте натяжение нити, либо давление лапки, посмотрите. То есть это нужно смотреть настройки, крутить, регулировать. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. Утюжим нашу заготовку все в одну сторону. Например, я начинаю утюжить в левую сторону к низу, чтобы все зубчики ровно ложились. Аккуратно все расправляю, немножко так вот подтягиваю, чтобы у нас вовнутрь не заутюживалась ткань. И получается очень красивая такая заготовка. Таких должно получиться 4 штуки. Собираем бортики. Здесь у меня ленты, я прикладываю к серединке. Ленты уже готовые, это репсовая лента. Вы можете сделать, например, хлопковые, на ваше усмотрение. И заготовка, которая идет у меня с бисерной строчкой, она равна в итоге 33 на 33. Прикладываем задний квадрат. Он тоже равен 33 на 33. Мы его выкраивали. Совмещаем по всему кругу иголочками и прокладываем строчку. Снизу я оставляю отверстие шириной примерно со свою ладонь, чтобы удобно было наполнять подушку. После того, как прошили все подушки, их выворачиваем, расправляем уголки аккуратно и идем на утюг. Хорошо нужно все поутюжить, и вот эти вот внизу припуски хорошо приутюжатся, и потом будет легко наполнять подушку. Наполнять я буду шариковым холофайбером первого сорта. Наполняем подушку достаточно плотно, чтобы она была упругая. Наполнять начинаем с уголков, сначала с одной, со второй стороны, затем по бокам и в самом конце серединку наполняем. Отверстие, через которое наполняли, я зашиваю на машинке. В самый край прокладываю строчку. Готовую подушку нужно отутюжить утюгом с паром. Начиная от центра, я развожу вот таким образом и утюжу. Она получается плотная, хорошо набитая подушка. И посмотрите, как выглядит этот комплект уже в детской кроватке. Смотрится очень нежно, аккуратно. Такой комплект вы сможете сшить для своего малыша или в подарок. Спасибо вам за просмотр этого видео. Пишите в комментариях ваши отзывы и пожелания к следующим видео. Я желаю вам хорошего настроения и шейте с удовольствием. Всем пока-пока!